Spicy, genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим об очень крутых гибридных наушниках от компании Beekweezy, получившие название Wind, что переводится как ветер. И приходят они в довольно немаленькой, увесистой коробке с очень приятным оформлением. На лицевой части тут имеется название этой модели Wind. И здесь еще есть небольшой логотип компании. А здесь сзади, как всегда, указаны технические характеристики. За звук здесь отвечает 10-мм динамический излучатель и дополняет его драйвер костной проводимости. Причем, поверьте мне, влияние на звук он оказывает значительное, и он тут стоит не для галочки. Ну а чувствительность наушников составляет 113 дБ, и они получили 38 Ом импеданс. На раскачку они, кстати, не очень тяжелые. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Первое, что нас встречает в этой черной коробке, это наушники, которые тут хорошо так зафиксированы. И выглядят они в этой синей расцветке, как по мне, так вообще шикарно. Изготовлены они из алюминиевого сплава, и особенно явно у них тут выделяется лицевая панель, которая имеет вот такие вот прорези, символизирующие ветер. Ну и, конечно, тут установлен стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля. А на внутренней стороне тут расположилось компенсационное отверстие, два вот таких винта, и имеется маркировка канала, что тоже важно. Ну а звуковод тут выполнен из полированного алюминия, и его диаметр составляет 5,8 мм, а длина 4,3. И как вы понимаете, с посадкой и эргономикой, друзья, здесь вообще все отлично. Наушники сидят в ушах очень плотно и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Можно сидеть в них по несколько часов вообще без проблем. И я не думаю, что у кого-то из вас возникнут проблемы с этим. Ну и вот мы подошли к аксессуарам, которые находятся в хорошем кожаном кейсе. И первым делом нас тут встречает одна пара пенных амбушюр одного размера. И уже 6 пар силиконовых амбушюр, но разного размера. Они расположены вот в таком очень удобном органайзере. Тут есть более широкие насадки, помеченные как референс. Вот так они выглядят. И есть более узкие насадки, подписанные как атмосферные. Лично мне нравятся больше широкие насадки. Ну вот вы можете даже вот такие попробовать. Возможно, они вам понравятся больше. И еще здесь есть вот такая стандартная щеточка для чистки наушников. Ну и, конечно, куда же без кабеля. Он тут вообще отличный. 4-жильный. Вот так выглядит. Очень гибкий. Не путается. И получил коннекторы 2 пин для подключения к наушникам. Заушины, кстати, здесь сформированы вообще отлично и правильно. Балансный штекер 4.4, конечно, тут есть. Впрочем, как я и выбрал при оформлении заказа, вы можете выбрать стандартный 3.5. Я лично выбираю всегда балансный, если есть возможность. Ну а еще вот в этой коробочке, подписанной как аксессуары, находилась карточка с датой производства моих наушников. Небольшая вот такая инструкция. И еще один набор более хороших силиконовых амбушюр, которые выглядят вот так. Тоже, как обычно, разного размера. Ну а теперь давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этих наушников. Вот так выглядит их графика ЧХ вместе с моим таргетом. И сразу скажу, что из-за использования костного драйвера он немного отличается от того, что я слышу на слух. Посмотрев на него, я бы мог подумать, что наушники будут чуть более яркие, с дополнительным акцентом на верхней середине и высоких частотах. Но на деле, друзья, я был очень удивлен, когда услышал тонально теплую и сбалансированную, неяркую и очень детальную подачу, где есть и аккуратное количество не басхедного баса с легким и правильным заходом на средний диапазон, дополненный продолжительными высокими частотами. Ну а теперь начнем разбор с низких частот. Сабасовая область в этих наушниках имеет вполне хорошую глубину и объем, а мидбас же все хорошо дополняет своим весом и массой, но без какого-либо явного сильного уклона в басхедность. То есть любители мощного сабвуферного массирующего эффекта
несмотря на косную проводимость здесь, скорее пройдут мимо, а вот все остальные добро пожаловать, так как похвалить низкий диапазон тут есть еще за что. В первую очередь я бы выделил прозрачную текстуру баса, то есть вся сатурация низких частот и дисторшн у гитар очень четко и подробно тут прослушивается, и с этим проблем никаких нет, как и с выделенной атакой у кика в совокупности с басом. Да и с контролем у баса дела обстоят отлично, бас не заходит на средние частоты и совсем им не мешает, и в итоге все это дополняет вполне продолжительные затухания. Но вот на средних частотах все еще более интересно. Они подаются как очень энергичные, с явным ощущением драйва и в тяжелой музыке, и супер подчеркнутыми атаками и переходными процессами. И это, как по мне, именно то, что нужно после еще более нейтральных и сдержанных, спокойных по звучанию LED Shure S15. Но при этом здесь имеется не кричащий и, главное, приятный на слух тон подачи, когда вы просто вечерком берете да подключаете наушники и слушаете да наслаждаетесь их звучанием. При этом они дарят вам только положительные эмоции, да и вот область верхней середины тут оформлена аккуратно и совсем не утомляет ваш слух, по крайней мере, на средней громкости и даже выше. Такой проблемы не было. За это, думаю, стоит отдать должное производителю. Да и, конечно, за счет этого женский вокал не даст вам утомиться из-за своей пронзительности и яркости, как это бывает в некоторых треках с не самым лучшим сведением. А ударные просто аккуратно сделают свое дело и покажут свои явные четкие атаки и послезвучия, как полагается. Ну а вот высокие частоты здесь просто идеально завершают эту масштабную звуковую картину. Мне понравилось то, как они подаются, с отличной прозрачностью, с хорошим количеством воздуха, с правильными натуральными тембрами, а детальность и техничность – просто мое почтение. Можно тут и послушать и рок, и металл, и что-то еще более тяжелое и скоростное, если, конечно, найдете. Тарелочки не сливаются в одно целое, да и разные перкуссии, и дополнительные микрозвуки, и различные нюансы звучат очень четко и никуда не теряются даже в довольно сложных композициях. Да, может, эта область не так нейтрально подается, как в тех же S15, но тон подачи тут очень приятный, пусть и чуть более холодный. И в целом все тут на месте, и я бы не сказал, что чего-то мне не хватает. Подача не яркая, не утомительная, что самое, конечно, главное. Тарелки тут не режут вам слух, и можно слушать эти наушники долго, без какого-либо утомления, что, как по мне, отлично, в совокупности с их детальностью и разрешением, которое они реально могут вам выдать. А вот звуковая сцена тут меня вообще удивила. Есть тут и отличная ширина, прямо вот тот самый более растянутый стереозвук и образы, которые многие ищут, да и глубина находится на хорошем уверенном уровне, нисколько не уступая другим гибридам в этой стоимости, что я слушал. Впрочем, как и с разделением образов и планов, проблем тут тоже нет. Да и в этой стоимости с этим редко встречается у кого проблемы. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Bequeezy Wind получились, на мое удивление, отличными гибридными наушниками с очень взрослым звучанием, энергичной драйвовой подачей и никуда не затаившейся техничностью. Да, баса, конечно, в них может для басхедов будет маловато, но для всех остальных ребят, кто ищет менее нейтральный и более дерзкий тон подачи, как по мне, это новая модель то, что нужно. А ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.